Начинаем торговлю по моим сканерам. Тренд, паттерн и смарт сканер. Научу вас, как работать с ними в реальном времени. Ждем индекс DAX, пока это самый приоритетный, символ. По сканеру котировка sell 15909. Это вот здесь аж, видите. То есть раньше продавать нелогично, потому что это самая выгодная точка. Будем продавать DAX. Готовимся к атаке. Прицел. Прицел по DAX. Пробуем здесь продать DAX. Но я сократил риски в 2 раза. То есть мой фактический риск очень небольшой по сравнению с тем, какой обычно бывает. Мы не спешим. Добавляем еще по DAX объем. Наблюдаем. Наш тейк первый здесь. Как только первый тейк сработает, стоп по второй позиции поставим в БУ. Дальше будем наблюдать. Добавим сейчас еще sell. Фиксируем прибыль по индексу DAX. Остальные позиции без убыток. Ждем тейки. Забираем прибыль по DAX. Остаемся в одной позиции. У нас была идеальная продажа здесь. Потом мы добавили 2. 2 взяли здесь. С хорошим тейком. Остаток в БУ без убыток. Это идеальный сигнал, который мы получаем от тренд-сканера. Еще раз, вам нужно соблюдать несколько простых условий, чтобы делать деньги, торгуя с помощью сканера тренда, сканера паттернов. Но мы сейчас говорим про сканер тренда, тренд-сканер. Первое – это дождаться сигнала. Второе – это входить возле той котировки, которая указана на сканере. Посмотрите вниз, когда вы продаете, перед вашей продажей, вот здесь, должен упасть ниже минус 50. Вот здесь, видите, мы упали ниже полтинника. И вот это подтверждает силу рынка, силу тренда. Мы даже уперлись вот сюда в пол практически. Если это произошло, продажа здесь наиболее квалифицирована. Наиболее квалифицирована. Все таким образом. Поэтому я когда смотрю, иногда вижу сигнал, но мой смарт-осциллятор, например, не перешел пограничную зону. Поэтому я сделку не рассматриваю. Вот мы ждем, у нас еще висит позиция. Кстати, у нас может быть добавка по DAX. Если DAX скорректируется вот сюда, это уже сигнал моего паттерн сканера. Видите, 17.48. Здесь было DV. 17.48. Вот здесь, видите, внизу у меня время. Вот здесь на этом баре DV. Соответственно, правило такое, что после сигнала DV мы ждем коррекцию 61,8% Фибоначчи и продаем. То есть вот здесь будет добавка к продаже. У вас появился сигнал на тренд-сканере. Раз. Вы переходите на этот график, нажимая на кнопку символ. Например, на NASDAQ. Вот сюда нажали и попали на график индекса NASDAQ. И что вы на графике хотите увидеть? Вы хотите увидеть, что в момент появления сигнала, то есть вот в текущей ситуации, вот как вы открыли график сразу, смарт-осциллятор ниже минус 50, если sell, сигнал. И вот это будет очень сильным сигналом к тому, что на коррекции, когда вы продадите вот здесь, а где вы понимаете, что коррекция, или вот как понять, что именно отсюда надо продавать, здесь написано котировка на sell. Естественно, вы не стремитесь продать прямо по этой котировке, чуть ниже, с запасом, как я брал, чуть ниже мы берем. Я начал продавать здесь, потом здесь нарастил объемы еще, потому что ситуация очень сильная. Мы говорили о том, когда ситуация на рынке идеальна, надо брать объем. Потому что если у меня одна позиция, я здесь продал, здесь взял тейк и все. А у меня было 3 позиции, 2 из которых мы закрыли тут. И одна еще висит на случай, если будет обвал. Если не будет, мы все равно сделали хороший профит. Давайте посмотрим Dow Jones на sell.
Dow Jones сегодня вообще как себя не проявлял. И вот только первый сигнал. Вот мы видим, да, наш смарт-осциллятор уверенно ниже полтинника. Хорошо. У нас есть потенциал. У нас все по Dow Jones хорошо, кстати. Мы можем на коррекции продать. Куда на коррекции продать? Вот здесь. 34 897. Вот здесь будет sell. Ну, пока рановато, поэтому берем в сторону. Будем ожидать еще NASDAQ у нас на прицеле. Ну, там похожая ситуация, да, тоже коррекция. Тоже продадим. Все котировки у вас написаны в сканере. Вот они все здесь. Где надо входить. Просто можем вот так уведомление пока сюда поставить. И наблюдать за индексом DAX и Dow Jones. Ну и ждем DAX, да. Нам не важно, упадет он хорошо, развернется он тоже хорошо. Кстати, вот здесь слева есть уровень поддержки, поэтому, скорее всего, мы здесь и будем фиксировать прибыль. Да, предыдущая структура, и вот мы недалеко от нее находимся. Одна из проблем, которая трейдеров мучает, это вот как понять, хороший рынок, плохой рынок. Ведь у тебя может быть хороший сигнал, но ты используешь этот сигнал не в лучших рыночных условиях. То есть хороший сигнал, но рынок слабый. Вот что будет отвечать за силу рынка? То есть как понять, что рынок сильный, или то, что я торгую, тот сигнал, он в правильных рыночных условиях. Так вот, это решается одним простым моментом. Посмотри просто на смарт-осциллятор. Если он вот так упал, то это говорит о том, что рынок сильный. Рынок под достаточным давлением продавцов, чтобы вы продали, и у вас был шанс сделать деньги. Когда вот так торгуется, как сегодня, вот вроде он растет, видите, да? Но он растет очень неустойчиво, а смарт-осциллятор едва уходит выше 30. Угу. И здесь то же самое. То есть вот это серая зона, держитесь подальше от торговли. Это не значит, что тут нет сигналов или они плохие, но будьте крайне внимательны просто. Угу. А когда вы видите такую ситуацию, это идеальная ситуация. Мы где торгуемся? Значительно ниже 50, 78 минус. Да? Давление продавцов сильное. Крайне вероятно, что будет у вас прибыльный сигнал. Но если вы будете торговать вот в таком сером рынке, то здесь шансов меньше. Вот один такой нюанс. Просто смарт-осциллятор — это новейшая разработка, которую я годами думал, как сделать, чтобы вы и я могли различать вот эти сильные и слабые рынки. Потому что когда рынок сильный, смарт-осциллятор падает ниже полтинника. Вот здесь, например, еще ничего не происходит, а он уже упал ниже 50, видите? Минус 50. И вот у вас идеальные sell-сигналы, sell-сигналы, sell-сигналы. Да. Нам важно, что когда у вас пришла информация, вот здесь, например, Dow Jones 18.08 sell, вы перешли на этот символ, вот на этот символ вы перешли, и вы видите, что осциллятор ниже полтинника. Все, этого достаточно. Дальше, если цена сейчас пойдет сюда, и вы решите продавать, и осциллятор будет выше, это ни о чем не говорит. Это никак не влияет на решение. Понимаете? Все, мне надо потом его мониторить. Вот вы один раз посмотрели на график, ага, вот сейчас у меня сигнал на sell по Dow Jones. Где мой осциллятор? Ниже 50. Все, галочка есть. Жди коррекцию теперь, там, где указано, и работай. Понимаете? Вот что дает вам алгоритм, вот что дает вам робот. Он вам дает сумасшедшее преимущество перед другими трейдерами, которые, когда появилась возможность, они не знают, брать, не брать, сейчас держать, подождать, что делать. А вы знаете, потому что у вас есть четкие ситуации, и вы будете с каждым разом все больше убеждаться в эффективности этого, потому что вы будете видеть одни и те же картинки, вы будете замечать, как они работают, и внутренняя уверенность просто будет на сумасшедшем уровне. Прямо сейчас смотрим и, возможно, продадим с вами Dow Jones. Наблюдаем. Если будет сигнал, да? Потому что рынок может вот так уйти в пике, да, и не остановиться. Такое бывает иногда. Мы можем продавать сразу, как только появился сигнал, но я это не то, что не практикую, делаю это, но редко достаточно. Например, сейчас можно продать DAO, да, но тогда ваш стоп все равно уйдет сюда, это широкий стоп будет. Вот в чем момент, да. Потому что когда ты торгуешь, ты ставишь широкий стоп и торгуешь на пробой. У меня есть отдельные тренинги по пробоям, и там я даю несколько фишек, как
прям монстром стать пробоев. Но если вы новенький или у вас, скажем так, печальный опыт, не надо пока. Не надо сыпать соль на рану. Торгуйте то, что я вам здесь даю, и тогда будет все нормально. Видите, есть время подумать, есть время, скажем так, еще раз, может быть, взвесить какие-то моменты. Мало ли, что ты упустил, там, не посмотрел туда или поторопился где-то. 34 850. .sell. Сейчас посмотрим, что мы с моим там DAX. DAX уже, конечно, его время прошло. DAX ползет потихоньку. Можем зафиксировать здесь отличную прибыль по DAX. 3 профита сразу снять. Сейчас мы посмотрим на М5, сразу видно будет. Да, я думаю, это хорошее место залокироваться в прибыли по DAX. Заберем прибыль по DAX вот здесь. Третий профит подряд. Но если будет коррекция, мы, может, зайдем в sell. Но я думаю, что лучше всего, если мы зайдем в sell по Dow Jones. Если будет у нас такая возможность. Риски, объемы, все это автоматом рассчитывается. Вы заранее прописываете в настройках, хотя по умолчанию уже стоят оптимальные, и используйте. Цель этих видео показать вам, как работать со сканерами, как появляются сигналы, что дальше делает трейдер, то, как вы это будете делать, когда подключитесь к программе. Вот именно эти шаги вам нужно делать. Увидел сигнал на тренд-сканере, первое. Перешел, посмотрел на смарт-осциллятор. Ниже ли он минус 50? И эта отметка, она вот здесь есть. Мы с вами добавляем в одном из тренингов на программе, мы добавляем эти уровни. Я не буду сейчас показывать, потому что это есть в обучении. Добавили эти уровни, минус 50 плюс 50. Таким образом, если минус 50, все отлично, мы готовимся к сделке. Если плюс 50 и сигнал на бай, все отлично, готовимся к сделке. Если нет, мы просто в стороне. Да, потому что нам нужны идеальные критерии, идеальные входы. Понятно, да? То же самое с паттерн-сканером, но паттерн-сканер торгует развороты. То есть его основное назначение – это поворотные точки на графике. Если тренд-сканер торгует начальные точки тренда, усиление движения, то паттерн-сканер торгует повороты. Вот этот подход, о котором я вам сейчас говорю, он идеально воспитывает ваше терпение. Просто он из вас делает реально дисциплинированного трейдера. Потому что вы ждете, вы знаете, чего вы ждете. И как результат вы отличным становитесь исполнителем. То есть тем трейдером, кто хорошо принимает решения, принимает хорошие решения. Они и взвешенные, но с другой стороны они и уверенные, резкие такие. То есть вы видите ситуацию, она вам уже знакома, и вам легче принимать решения. То есть вы чувствуете себя как рыба в воде. Вот к чему вы придете, когда начнете использовать вот эти алгоритмы.